Một con sầu đâu nè. This one. Thank you. Сегодня в видео я покажу вам поступок, который подтверждает тот факт, что Димаш является самым добрым, внимательным и заботливым артистом на нашей планете. Это всего лишь капля в море всех хороших и человеческих поступков от этого потрясающего артиста, но именно он открывает нам глаза на настоящее и искреннее отношение казахского артиста не только к детям, но и ко всем окружающим его людям. С вами канал Топ Обзор. На нашем канале мы рассказываем вам не только о Димаше, но и о других необычных артистах. Приятного просмотра, друзья! Một con sầu đâu nè. This one. For you, just couple minutes ago. My fans give it to me. Совсем недавно Димаш принимал участие в одном музыкальном проекте, в котором также принимали участие юные артисты. Многие из этих артистов очень любят творчество казахского гения, поэтому им хотелось быть ближе к артисту. И, конечно же, Димаш не мог не обратить на это свое внимание. После шоу певец пригласил юных фанатов к своей гримерке. Я так понимаю, что изначально артист рассчитывал на одного ребенка, поэтому он вынес одну футболку от фанатов с красивым рисунком и вручил ее своему юному поклоннику. Певец рассказал об уникальности футболки и вручил ее мальчику. Парень не ожидал подарка от Димаша и был очень рад и удивлен этому жесту. Но на этом все не закончилось. Димаш заметил, что вместе с парнем была юная девочка, и, конечно же, артист не мог ее оставить без подарка, и посмотрите, что он сделал. Димаш вернулся в свою гримерку, взял оттуда еще одну футболку от фанатов и вручил ее девочке. Он не мог оставить без подарка юную поклонницу, ведь на ее глазах он только что сделал сюрприз парню. Конечно же, артист понял, что девочке будет обидно, и не мог не вернуться и принести сюрприз для юной фанатки. Понимаете, что произошло? Это видео много о чем нам говорит. В первую очередь оно нам говорит о воспитании артиста. Это буквально заложено в генах. Такие поступки – это в первую очередь воспитание. Димаш с детства наблюдал за подобными поступками со стороны своих родных и близких. Ребенок наблюдает и учится у старших, поэтому со стопроцентной гарантией можно говорить о том, что в семье казахского артиста это было нормой. More popular, more famous than all of us, just only because of this. Димаш пожелал молодому таланту больших свершений и много поклонников. Я также заметила по глазам Димаша, что ему очень приятно самому дарить подарки. Я, например, такой же человек, мне нравится, когда мне что-то дарят, но больше мне нравится самой дарить подарки, поэтому я очень понимаю артиста в его стремлении наградить молодого артиста как-то дополнительно со своей стороны. И это не просто подарок, это то внимание, которое юный поклонник запомнит надолго. И тут главное не подарок, а то, с какими словами и каким посылом сделал это Димаш. Димаш побежал в гримерку за футболкой для девочки, потому что он не мог себе позволить, чтобы у ребенка осталось впечатление того, что ее чем-то обделили. Меня сейчас поймут все, у кого есть брат или сестра. Вспомните, как вам в детстве дарили подарки. Были случаи, когда одному из вас что-то дали, а второму не дали. Как вы себя чувствовали в этой ситуации? Вспомните это ощущение. И, конечно же, Димаш не мог никак обидеть девочку. Возможно, у него и не оказалось бы этой второй футболки. Но он однозначно подарил бы что-то другое, потому что он так воспитан. Thank you so much. It's all from my fans. Oh my God. Thank you so much. Thank you. It was great performing with you. Как же это мило, как же это важно. Посмотрите на то, как счастливы дети. Посмотрите на их реакцию. Многие из вас могут сказать, что здесь такого. Ну, подарил футболки детям, ну и зачем это показывать? Но я не могла вам не показать этот момент. Это очень важный момент. И его суть, возможно, не видна с первого взгляда. Знаете, многие блогеры делают видео с выступлений и сольных концертов Димаша. Они в первую очередь пытаются показать всем возможности его голосового диапазона. И мы тоже об этом рассказываем в своих видео.
Но мы также хотим показать вам человеческую сторону артиста. Мы хотим показать вам, как он относится к людям. Мы хотим рассказать людям о том, каким душевным человеком является Димаш. И мы на 100% уверены в том, что люди должны об этом знать. Именно поэтому на нашем канале есть и подобные видео. Quay những con sâu đâu nào? This one. For you, just couple of minutes ago. My fans give it to me. Мы с вами знаем, что это не первый случай, когда Димаш дарит подарки своим юным поклонникам. Он раздал много дорогих очков и даже части своего гардероба. Так, например, в Лос-Анджелесе в аэропорту артист снял с себя пиджак и подарил его маленькому фанату, который был в шоке, как и его родители. Причем певцу не важно, сколько может стоить вещь, которую он дарит. Артист несколько раз выкидывал пиджак в зал прямо на концерте. Я даже не могу представить, какая битва была за эти вещи среди фанатов. Мы все знаем, что не только у казахов, но и у многих народов есть такая традиция, что нельзя приходить без подарка в дом с маленькими детьми, нужно обязательно что-то купить и подарить ребенку. И Димаш знает об этом с детства. Конечно же, все подобные человеческие качества идут с ним по жизни. Я считаю, что он будет прекрасным отцом, и можно только позавидовать его будущей жене. Представляете, сколько любви и нежности может подарить такой добрый и внимательный мужчина? Thank you so much. It's all from my fans. Oh my god. Внимание – это самое главное. Время, уделенное человеку. Сам подарок – это уже второй момент. Самое главное – посвятить время человеку и сказать какие-то важные слова. И я думаю, что то пожелание, которое Димаш произнес для детей, оно будет по жизни идти с ними как мотивация, и когда они добьются успеха в своей сфере, они обязательно вспомнят этот момент. Thank you so much. It was great performing with you. Знаете, что я замечаю? Все это время, пока я слежу за этим артистом, за тем, как он добивается новых успехов во всем мире, начиная с самого начала, с его первых шагов на международной сцене, но у него не меняется взгляд. Артист растет и меняется внешне, но его добрый и теплый взгляд по-прежнему смотрит на нас с мониторов, но не растерял свои душевные качества, несмотря на то, как он популярен в мире. Другой артист вообще не стал бы обращать внимание на своих фанатов и тем более что-то им дарить. Мы знаем огромное количество примеров мировых звезд, которые ловят звездную болезнь и считают, что им все и все должны. А Димаш как будто не меняется в этом плане. Он также благодарит своих фанатов, он также скромно ведет себя при общении с ними. И это очень ценят его верные слушатели. You're gonna be better than all of us. Вы наверняка заметили, что у нас на канале появилась новая рубрика, в которой мы рассказываем вам про других необычных артистах и их голосах. Эти ролики выходят на английском языке, но мы сделали субтитры специально для вас. Обязательно посмотрите эти ролики, они точно будут вам интересны. Мы продолжаем говорить о Димаше, но решили немного разнообразить наш контент. Мы ждем ваше мнение в комментариях о нашем сегодняшнем ролике и поступке артиста. Что вы об этом думаете? Напишите свои мысли в комментариях, поделитесь роликом с друзьями, пусть они также дадут свою оценку происходящему. С вас лайк, с нас новые видео про нашего любимого артиста. Чтобы больше никогда не пропускать наши свежие выпуски, обязательно подпишитесь на наш канал Топ Обзор. Спасибо, что вы с нами, храни вас Бог.